как выглядит график перед... Именно выглядит график, то есть должна быть информация, которую вы можете пощупать, измерить, как выглядит график перед взлетом или падением. То есть нужно сформировать перед взлетом или падением. Я делаю одно упражнение, которое мне очень помогает в реальности, в реальном времени, когда я торгую. Я смотрю на вот эти большие движения. Вот здесь, да, мы видим, бум, рынок обвалился. Потом здесь, потом здесь. То есть я отматываю график и просто смотрю. Я не анализирую ничего, просто смотрю. Я нахожу вот эти периоды сильной волатильности, сильного ускорения. И ключевой вопрос, который я задаю, что объединяет, внимание, все эти ситуации. Как выглядят мои индикаторы, поведение цены как выглядит, что делает цена перед тем, как взлететь или перед тем, как обвалиться. Стоит вам некоторое время посвятить своему инструменту, либо таймфрейму, смотря что вы торгуете, то у вас гораздо больше будет понимания, без такого глубокого даже изучения теханализа, изучения паттернов, будет понимание того, как эти ситуации выглядят. И сегодня я вам расскажу, как выглядят мои ситуации, откуда приходят идеальные просто тренды. И задача еще найти место входа по тренду на ранней стадии, потому что если рынок уже сильно обвалился или вы опоздали, то с этого тренда мало что можно заработать. Так вот, моя комбинация, она очень простая, ей уже много лет, и вы можете ее, конечно, тоже применять на любом рынке, любом таймфрейме, и она подразумевает следующую последовательность. То есть, что я должен увидеть на графике, прежде чем эта ситуация начнет работать? Первое – это пробой уровня, потому что все сигналы, точнее, все движения на рынке рождаются из пробоя. Ну, по-другому не может быть. Мы не можем, не пробив уровень, обвалиться или взлететь. Да? Пробой уровня. Давайте это запишем. Пробой уровня. Возьмем вот этот пример, можем любой другой взять, будет одно и то же практически. Пробой уровня. Вот мы видим синий прямоугольник, уровень поддержки. Видите, да? Его пробили. Это первое условие, и мой тренд-фильтр стал красный. Еще важно, я здесь смотрю, что мой тренд-фильтр долгое время был желтый. Это подсказка, что рынок был долгое время в консолидации, и тут что-то меняется, потому что лучшие ситуации, когда рождается тренд, они приходят из фазы сужения, из фазы накопления. Не когда рынок летал и дальше полетел. Обычно он взлетел, остановился, или он просто долгое время стоит и потом в ту или иную сторону прорывает. Поэтому пробой уровня после, например, консолидации, это хороший критерий. И видите, мой тренд-фильтр стал красный. Если мы поставим сюда вертикальную линию, мой тренд-фильтр стал красный еще до пересечения вот этого синего прямоугольника. И чуть позже произошло пересечение. И вот эти условия, или вот эта совокупность условий дает мне понимание того, что, вероятно, это то место, где может или откуда может начаться медвежий рынок. Теперь, как я могу принять участие? Ведь я определил, скажем так, потенциальное направление с большой вероятностью, но в какой момент мне нажимать кнопку? И на помощь приходят вот эти сигналы TC, это сигналы дисбаланса. И фишка в том, что если рынок не видит эти сигналы, то есть это же сигнал на покупку, и казалось бы, мы должны отскочить, но когда перед этим сигналом TC Buy есть другие условия, то есть тренд-фильтр красный, и затем пробой уровня, мы его используем в обратную сторону, не как сигнал на покупку, а как сигнал на продажу. Для этого рынку нужно преодолеть поддержку, то есть там, где находится сигнал TC Buy, и вот эта точка входа на sell. Точка входа на sell, агрессивная точка входа на sell. Затем, первая коррекция после этого события, мы добавляем еще, нажимаем еще sell. Мы можем добавить еще и на второй коррекции, но это не обязательное условие. Таким образом, мы загружаемся в возможный тренд на ранней стадии его развития с большой вероятностью.
Когда цена уже обвалилась, и, скажем, трейдер видит, о, на рынке есть тренд, вот здесь где-нибудь, то он уже упускает львиную долю прибыли. То есть торговля на пробой или, скажем так, торговля на то, чтобы поучаствовать в большом тренде, предполагает своевременность. Да, как можно более ранний, но при этом надежный вход в рынок. И смотрим на вот эти ситуации с тренд-фильтром моим. Тренд-фильтр внизу, гистограмма, желтая, потом красная, то есть после консолидации. Вернемся к предыдущим примерам. Гистограмма желтая, видим рынок преимущественно в консолидации, пробили моментум. И так далее, и так далее, и так далее. Одно и то же. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на YouTube канал и подключайтесь к нашему сообществу. Ссылки на систему я размещу под этим видео. Все, пока, до связи.